我独孤博惹不起的人，这世界上还真没有几个。第一魂技诛心。 Дугабо титулованный под именем Ядовитый и мастер ядовитых духов номер 1 в мире. Среди титулованных его сила в групповых атаках не имеет себе равных, однако в битве 1 на 1 ему не хватает боевой мощи. Он является советником Академии Шрек и старейшиной клана Тан. Боевой дух Дугабо называется нефритовый фосфорный змей, один из видов драконов. Очень редкий дух. Он был культивирован в царстве бифосфорного императора змей, который, можно сказать, является предком всех змей. Ядовитые способности Дугабо настолько сильны, что всю его жизнь они убивали окружающих его людей. Из-за этой убийственной силы умерли все его близкие – отец, жена и даже собственный сын. Дугуянь, его внучка, единственный живой член его семьи. Когда Дугабо был маленьким ребенком, его умирающий отец Индао сказал ему, что их семья была благословлена сильным ядом, но обречена умереть от побочных эффектов. Он дал юному Дугабо песочные часы, наполненного кровью фосфорного короля змей, сказав ему, что когда песок истечет, он умрет, если не станет титулованным. Только атакуя яд более сильным ядом, можно продолжить жить. Таким образом, чем сильнее он мог стать, тем дольше проживет. Его отец умер, и Дугабо усердно тренировался, чтобы стать сильным. В возрасте 35 лет он уже достиг 59-го ранга, но его песочные часы уже перевалили на четверть. Его каштановые волосы стали ярко-зелеными, что свидетельствовало о его отравлении. У беременной жены Дугабо начались схватки, но в конце концов она умерла сразу после родов, будучи ослаблена ядом собственного мужа. Их сын Дугусинь родился уже ужасно отравленным, благодаря развитой силе отца, с зелеными с младенчества волосами. Дугабо сам воспитал сына, поклявшись спасти его от участи предков. Дугабо жестко тренировал своего сына, зная, что если он быстро не наберет силу, то умрет очень молодым. В то же время он сам тренировался, полагая, что если станет титулованным, то будет достаточно силен, чтобы спасти своего сына, а также себя. Он достиг 65-го ранга в возрасте 37 лет. Отравление его сына сильно прогрессировало. Дугабо исцелил его силой своей души, продлевая собственную жизнь в меру своих возможностей. Дугабо достиг 75-го ранга в возрасте 50 лет, но состояние его сына продолжало неуклонно ухудшаться. Когда Дугасиню было 35 лет, его юная дочь Дугаянь побежала за помощью к дедушке, сказав, что ее отец умирает. Дугабо было 70 лет, ранг 89, и его песочные часы были почти пусты. Он поспешил к сыну, но в этот момент начался его окончательный прорыв к 90-му рангу, и чисто физически он не мог прийти. Он сказал внучке, что спасет Дугасиня, как только закончит прорыв, но когда он наконец это сделал, его сын был мертв. Позже он обнял свою юную внучку над могилой жены и сына, пообещав, что защитит ее всем, что у него есть. Получив свое последнее духовное кольцо, Дугабо официально стал титулованным в возрасте 70 лет. Только тогда он понял, что все еще не может победить яд своего духа в себе или своей внучке. И его отец был неправ. Дугабо никогда не переставал искать лекарства. Как мы знаем, спустя много лет именно Тансан помог Дугабо полностью исцелиться, а также его внучке. В битве у перевала Дзелин титулованный Ядовитый был одним из тех, кто вышел вместе с Тансаном и монстрами Шрека на передовую. Как тогда раньше у Дворца Императора, его противником стал титулованный Рыба-Дикобраз. Мастера Духовной Империи имели преимущество благодаря своему количеству, так что это стало большой проблемой для солдат Небесной Империи. В первые дни битвы линия фронта Небесной Империи даже рухнула, но появление Дугабо переломило эту тенденцию. Среди титулованных одиночная атака Дугабо была не очень сильна. Он даже проигрывал титулованному Рыбе-Дикобразу, но у него есть навык групповой атаки, он очень силен. Пока он выпускает свой яд, то может мгновенно отравить обычных мастеров вражеской стороны. Этот ход определенно стал ключом к перелому хода битвы. Это произошло во время второй битвы, когда Тансан уже стал морским богом. Дугабо высвободил всю свою силу с ядом нефритовой змеи. Когда ядовитый газ поднялся, он вселил кошмарный ужас в Духовную Империю. Вскоре после того, как токсин был выпущен, десятки тысяч людей уже были убиты. Практически 80% всех вражеских мастеров находились на вершине стен. Когда этот густой зеленый туман покрыл верх стен, они обнаружили, что их тела уже начали зеленеть. Некоторые из тех, кто был ранен в предыдущем бою, моментально умерли от яда. И даже те, у кого была относительно высокая духовная сила, могли ясно чувствовать, как ледяное дыхание распространяется по их телам. Лучники, метатели баллист и прочие мастера гибли толпами. Их крики были похожи на приливную волну. Некоторые мастера предпочитали прыгать со стен, пытаясь убежать, но взрывались ядовитым туманом, прежде чем упасть на землю. Финальная битва будет невероятной. Большое спасибо за просмотр. Напишите, как вам такая сила титулованного Ядовитого. Подписывайтесь на канал и всем пока.